Клару Куспекову из села Алгабас Павлодарской области осудили на 8 лет за убийство. В результате трагедии был убит мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до женщины и угрожал убить ее 9-месячного сына. Женщина, спасая жизнь своему ребенку, ударила ножом обидчика и убила его с одного удара. После убийства Клара сама позвонила в полицию, и ее сразу взяли под стражу. Однако суд не расценил действия женщины как самооборону, и ее признали виновной в совершении тяжкого преступления. Ребенка Клары сразу забрали в дом малютки. А через 3 года ее сына взяла под опеку невероятная женщина Асель Абишева из Павлодара, которая 2,5 года воспитывала этого мальчика. 26 сентября этого года Клару выпустили досрочно. Как 2 мамы, кровная и приемная, смогли пережить трагедию расставания и встречи с сыном, смотрите прямо сейчас. Ты вообще жалеешь о том, что случилось? Ну да. Хотя мне и того человека жалко, но и сына. Сын у меня родной. Конечно, я перед Богом виновата. Я не должна была забирать человека жизнь. Но если бы это не сделал бы, то умер бы Расул. То есть ты думаешь, что он бы убил ребенка, да? Да, потому что он повернулся в сторону гарнитура, он пошел за ножиком. Он, когда меня ударил, потом подбежал к Расулу и ударил его. Потом, в тот момент, когда я встала, он пошел за ножиком и сказал: убью тебя и твоего щенка. А суд мне сказал, что мне можно было бы выйти на улицу на 2 часа, и все. А ребенок, потому что он не приносит пользу государству, он говорит: вы же молодые еще. Ну, сможете еще родить? Клара, скажите, а сколько лет вы отсидели в тюрьме? 5 лет, 4 месяца, 4 дня. За что вас посадили в тюрьму? В 2019 году мы работали в сельском хозяйстве. Я и тот мужчина. Было все нормально. Он работал, все тоже. Ну, хороший человек тоже. Не знаю, что произошло в тот день. Он выпил, а хозяйка платила ему только спиртными напитками. Она привозила ему, не давала деньги, а платила деньгами. Спиртными напитками. Но ему много и не надо выпивать было. Он немножко выпить, но становился другим человеком. Мы жили в одной хате, но в других разных комнатах. И все, в один день он пришел, выпил он сильно. Он пришел домой, и все. Мой сын сидел на кровати. Ему было 10 месяцев. Он сидел на кровати. Он пришел, начал предлагать, чтобы я с ним жила вместе. Я отказалась, и все, он набросился на меня потом. Потом заплакал Расул, и он подошел и ударил его. На столе лежал ножик, я схватила, он сказал: убью тебя и твоего щенка. На столе лежал ножик, я ударила его, потом взяла Расула и вызвала сотрудников и скорую помощь. То есть, Клара, получается, что вы его убили одним ударом, правильно? Да. То есть это был один удар ножа? Да. И после этого вы самостоятельно сами вызвали полицию, правильно? Да, по сотовому телефону вызвала сотрудников и скорую помощь. А сколько вы с ним отработали? Клара, сколько вы отработали? 3 года. А кем вы работали? Чем вы занимались? Я доила коров. А он? Он ухаживал за ним. Угу. То есть у вас никаких отношений не было, правильно? То есть Да. из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения, он начал к вам приставать, я так понимаю, да? И получил отказ. Да. И что произошло потом, Клар? Вот после того, как вы вызвали полицию, что дальше случилось? Ну, они меня забрали. Сотрудники приехали, меня забрали. А неужели это не было расценено как самооборона?
Нет, даже в суде мне сказали, что маленький ребенок не приносит пользу государству. И дали мне 8 лет тут. 5 месяцев подписки о невыезде я была, потом 6 мая 2019 года мне дали полностью срок. На время следствия Клара попала в дом мамы, место, где в Павлодаре помогают женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В доме мамы работала Асель Абишева. Именно она во всем поддерживала Клару, а потом, спустя некоторое время, забрала ее сына Расула и стала ему приемной мамой. А можно рассказать какие-то подробности, что случилось? Почему все-таки не расценили это как самооборону, а все-таки как убийство? Когда уже было заключительное судебное заседание, где выносили приговор, судья, как бы уже после всего, он вышел и сказал, что все-таки можно было бы ей помочь, если был бы адвокат посильнее, было бы желание, потому что там, где все это произошло, их было всего 2. То есть тот, кого она убила, и она. То есть свидетелей никаких не было. А она вообще что за женщина? Из какой она семьи? То есть какой она образ жизни вела? Когда она к нам пришла, я ничего о ней не знала. То есть вот попросили на время следствия, она под подпиской о невыезде, то есть мы ее закрывать не будем, ребенок маленький, пусть она поживет у нас. И вот она у нас жила и ходила на заседания. Было 5 заседаний, вот на 5-м заседании, если не ошибаюсь, 4 или 5. Ну вот на заключительном ей уже зачитали приговор, и из зала суда ее забрали. Можно сказать, я особо-то и не лезла именно в разбирательство. Да. То есть когда уже что-либо менять было очень поздно, потому что следователи уже составили все протокола, следственные действия были все проведены. То есть тут все зависело от адвоката. Адвокат у нее был государственный, то есть собственных денег у нее не было нанять, и адвокат был государственный. То есть он подошел, как обычно делают бесплатные адвокаты. При этом он просил у нас деньги. Я помню, писала жалобу в коллегию адвокатов, что как так, он же бесплатный адвокат, оплачивается государством. О каких еще суммах идет речь? Ну, в общем, заседание было, но такого ответа адекватного я так и не услышала. В общем, его пожурили, поругали, и никакого ответа не было. Да, а человека посадили. А человека посадили, да. Мы подавали на апелляцию, но опять же ничего. Единственное, что из всего этого положительное, то, что статья 99, часть 1 предусматривает от 8 до 15 лет. То есть ей дали нижний предел. Друзья, у меня к вам вопрос. Хватает ли у вас времени на оффлайн-шоппинг? У меня нет. Лично я трачу огромное количество времени на походы в торговых центрах и ухожу ни с чем. Поэтому я перешла на онлайн-шоппинг быстро и удобно. Совсем недавно, несколько месяцев назад, я открыла для себя новый идеальный бренд, который продается на Wildberries. Бренд FOMATES. Большой выбор платьев, спортивной и повседневной одежды. Из моих последних покупок уютный теплый свитшот, который вы сейчас видите на мне. 100% хлопок, дышащая ткань, очень удобный и комфортный. Мне уже вся семья, все знакомые перешли на этот бренд. Рекомендую его от всей души. Заходите по ссылке в описании к этому видео и заказывайте на примерку одежду бренда FOMATES. Клар, вот если бы можно было изменить эту ситуацию, скажи, вот снова бы произошло, да, то, что произошло, как бы ты себя повела? Ты вообще жалеешь о том, что случилось? Ну да. Хотя мне и того человека жалко, но и сына. Сын у меня родной. Конечно, я перед Богом виновата. Я не должна была забирать человека жизни. Но если бы это не сделал бы, то умер бы Расул. То есть ты думаешь, что он бы убил ребенка, да? Да, потому что он повернулся в сторону гарнитуры, он пошел за ножиком. Он, когда меня ударил, потом подбежал к Расулу и ударил его. Потом в тот момент, когда я встала, он пошел за ножиком и сказал: убью тебя и твоего щенка.
А суд мне сказал, что мне можно было бы выйти на улицу на 2 часа, и все. А ребенок, потому что он не приносит пользу государству, он говорит, вы же молодые еще, говорит, ну, сможете еще родить. Мгм. И это так сказали в суде? В суде. То, что я сказала ему, 18 января, ребенок маленький, мороз на улице, а они сказали, вы же еще молодые, говорит. Хотя у меня была возможность выйти, но я тогда сына не забрала бы. А он с головы кровь еще была. Кем она работала до того момента, как произошла эта беда? Вообще все это происходило в селе. Это Аксусский район Павлодарской области. Они жили вдвоем на отгоне, наверное, так можно сказать. Он работал скотником, расплачивались с ним спиртным, а она, учитывая, что у нее не было жилья, она доила коров, доила кобыл. То есть вот они, в принципе, неплохо общались. Она его даже на суде, она говорила о нем очень доброжелательно. Она всегда говорила, дядь Толя вообще хороший человек. То есть потерпевшая сторона была сестра родная этого мужчины, и тогда она там же в суде заявляла, за что вы ее хотите посадить. По сути, виноваты те люди, которые спаивали его, которые пользовались им. Поэтому я против того, чтобы вы ее садили. А она с ним сожительствовала? Или это просто был человек, с которым они вместе работали? Ему было 56 лет на тот момент, а ей 32. То есть она его и называла дядь Толя. То есть это взрослый мужчина. А родила она от другого скотника, который впоследствии переехал в другое село. Сама она детдомовская девочка. Их 3 сестер, всех жизнь раскидала. То есть судьба у нее тоже не сахар. Да, и так получается, что никто ее не смог защитить, да, когда вот эта ситуация вся случилась. Получается, Асель, вы стали таким невольным свидетелем, да, этой истории, потому что ваш центр помогает таким женщинам, да, и вы уже узнали о том, когда уже дело было запущено, да, и эту женщину вас познакомили с ней, чтобы вы помогли в каком плане? То есть как вы ей должны были помочь? Ну, у нее не было жилья. А забирать, я так поняла, что на момент следствия с маленьким ребенком у них в СИЗО, в следственном изоляторе, нет таких условий. Поэтому и попросили, чтобы проживала она на момент следствия у нас. Ребенку на тот момент было 10 месяцев. И вот она пришла к нам жить, довольно-таки хорошая женщина, все умеет. То есть она не создавала никаких проблем. У нас есть определенный график дежурств по столовой, там, по дому. Все, со всем она справлялась. Мальчик был очень к ней привязан. Видно, что она им занималась. Он ни на шаг ее не отпускал. У нас мы отпраздновали годик этому ребенку. Есть такая традиция у казахов перерезание пут. И эту честь, это называется у нас, как бы предоставили такую честь, она попросила разрезать путы именно мне. Девочки к ней привыкли, к мальчику привыкли. Ну, в общем, мы, в принципе-то, живем как обычно, как большая дружная семья. Вместе садимся ужинать, вместе садимся обедать, поэтому мы к ней тоже привыкли. И когда 6 мая, какой это год был? 19-й год. То есть у вас это было место временного проживания, правильно? Да. Она прожила у нас, январь, февраль, март, апрель, май, да? 5 месяцев она у нас прожила. То есть 6 мая, когда было заключительное заседание зала суда, ее осудили, и, соответственно, ее сразу забрали. А по отношению к ребенку опека сразу выставила постановление о том, что его нужно изъять. Я только вышла из зала суда, и опека уже позвонила и сказала, что нужно срочно ребенка у вас забрать. Я говорю, можете, в принципе, не приезжать, мы сами привезем. Я пришла домой, ребенка одели, и мы повезли его в дом малюток. В дом ребенка. И на тот момент ему было год и 3 месяца. В тот момент, когда я его и так поздно родила, я его родила в 32 года, потому что я долго не могла рожать. И когда его забрали, мне очень было тяжело там.
Я все думала, чтобы он в детском доме был. Ой, дом малютки был нормальный. Но вы знали, вы знали, что его отдадут в дом малютки, правильно? Да, потому что это суд там так решил. Асель, ну вот на тот момент вы не думали забрать ребенка к себе в семью? Как раз Не было таки таких именно в тот момент эта мысль и пришла. И даже я ее, наверное, произнесла вслух, потому что Клара сразу же написала там в СИЗО нотариально заверенная доверенность на то, что она мне разрешает его взять и более никому. То есть или вы, или пусть он живет в доме ребенка, только, пожалуйста, не лишайте меня родительских прав. Вот. И эта нотариальная доверенность была у меня. Но в тот момент, к сожалению, о чем я жалею сейчас, я его не забрала, потому что у меня у самой двое мальчиков, двойняшки, они были маленькие, и я только вышла из декретного отпуска, и все взвесила, и подумала, что нет, я не справлюсь, и пока я не готова к тому, чтобы быть мамой, это мне нужно было бы тогда 100% выходить опять в декретный отпуск, потому что ребенок маленький. В общем, я эту мысль от себя отогнала и больше к этому не возвращались. Единственное, в доме ребенка на тот момент была дневная группа, и наши девочки из дома мамы, мы недалеко, кстати, находимся по расстоянию, наши девочки водили детей туда в детский сад. 8 часов отводили, в 6 часов забирали. Эта дневная группа специально вот для такой категории уязвимой, как наша, да, женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И девочки водили туда своих детей, и, соответственно, практически каждый день видели Расула. А вы разговаривали тогда с Асель, Клар, вот перед тем, как ребенка передадут в дом ребенка, вы просили Асель о том, чтобы она взяла под опеку малыша? Да. Да, благодаря тете Силе, и он сейчас дома. И помнит меня. Она каждый раз привозила его на день открытых дверей. То есть Асель вместе с Расулом приезжала к вам в тюрьму, да, на побывки? Угу. Она каждый день открытых дверей привозила мне Расула. И поэтому он, благодаря ей, он помнит меня и знает меня. Мама его звонила каждую неделю. Вот у них есть такие правила определенные, что один раз в неделю она имеет право звонить. И вот она сначала звонила в дом ребенка директору для того, чтобы узнать, как ее сынок, его состояние, а потом звонила мне. Она, конечно, я думаю, что она надеялась на то, что я заберу ребенка, но... В общем, 3 года он находился в государственном учреждении, зная о том, что в 4 годика таких детей переводят. То есть в доме ребенка они находятся от 0 до 4,5, например, лет. Я знала, что его передадут в детский дом. И вот тогда мысль меня повторно посетила о том, что нужно его забирать, чтобы, попробовать ему помочь. Вот. И мы начали собирать документы, проходить школу приемных родителей. Асель, в какой момент вас, так скажем, прострелило? В какой момент вы почувствовали, что у вас есть силы и что вы можете этого ребенка забрать? И какой была мотивация? Это только жалость или что? Почему вы пошли на этот шаг? Дело в том, что я говорила уже, да, что наши девочки водили в дневную группу, и так часто бывало, что, допустим, рабочий день у девчонок заканчивался в 7 часов, да, а с садика нужно было забирать в 6. И учитывая, что меня руководитель этого дома ребенка знает, и воспитатели, в принципе, все, они мне этих детей отдавали. Я приезжала на машине и забирала этих детей. И, соответственно, я видела Расула очень часто. И такое ощущение, что в последнее время он начал меня не просто... Он начал узнавать, мне так показалось. И бежал ко мне. Опять же, я теперь понимаю, что он меня не узнавал, просто ему хотелось вот этой вот ласки от постороннего человека, видел во мне, наверное,
маму, не знаю. В общем, видя меня, он постоянно бежал ко мне. И один раз он ни в какую вот не слазит, и все. И мне пришлось его довести до группы. Мы с ним поговорили. И вот в тот день, в принципе, мы приняли решение, что мы его заберем. Мгм. А как к этому решению муж отнесся? Согласился сразу. Вариантов не было. Да ладно. Врешь ты, Расул. Ты мой, Ты что, снимаешь, что ли? ты мой, папа мой. Врешь ты, врешь Ты мой, ты. папа Врешь мой. ты. Я кому? А? Никому не дам, папа. Никому не отдам ты. Да. Только мама. А ты когда... Только маму отдам. Маму отдашь или маме отдашь? А, маму отдашь, да? Мама не нужна нам? Нужна. Нужна? Да. А. Клар, вы можете рассказать, вот, ну, как любая мама, я думаю, что вы все время думали о ребенке, да, вот о чем вы переживали больше всего в тюрьме? Что вас беспокоило? Я всегда думала о Расуле, не знаю, какой он, хоть бы когда приехал, чтобы он не испугался меня, может быть, не знаю. Всегда представляла его другим. Когда фотографии мне тетя Селя присылает, всегда смотрела на альбом. Я думаю, всегда боялась, что... Вообще думала, что было, что он приедет. Когда меня посадили, я не слышала, чтобы он говорил слово «мама», потому что он разговаривать еще не умел. А когда он прибежал, я всегда в местах лишения свободы всегда мечтала, чтобы он мамой назвал. И когда тетя Селя привезла, он бежал, и мама крикнула. Я сейчас вместе с вами, Клара, буду плакать. И все, он когда приехал первый раз ко мне, и крикнул «мама», и все, после этого мне так хорошо стало. Он приехал, засмеялся, прям, это больше ничего мне не надо было. То есть Расул был такой ниточкой, да, к миру, к жизни, да, это вот то, за что можно было удержаться, правильно? Да, а кроме него мне почти никого нет близкого человека, кроме моего сына. Да, это понятно. Клара, насколько было сложно вам вот такой, ну, прекрасной женщине, трудолюбивой, честной? Мне кажется, что вы такой очень, вы хорошая мама, вы очень отзывчивая. Вот как вам пришлось там в тюрьме? Как вы там жили, скажите? Как вы эти годы? 5 лет — это огромный срок просто. Столько всего могло измениться за это время. Тяжело было? Было тяжело, но я старалась, я работала в столовой там. Я всегда звонила тете Селе, разговаривала с Расулом. Каждый звонок, у нас в неделю 2 раза мы звоним, и каждый раз я звоню тете Селе и разговаривала с Расулом. У меня больше ничего не было, я держалась там, потому что я знала, что ждет меня сын. И все. Работала. Расул, где ты был? Там. Где там? А маме. У мамы? У какой мамы? Клары? А что у тебя в руках? Агалат. Что? Агалат. А кто тебе дал? Кая. Клара? Мама, скажи, мама Клара. Мама Кала. Асель, но я так понимаю, что Клара, в общем-то, хорошая мать, и она действительно, она о нем, о сыне беспокоилась, и она постоянно звонила, и она переживала, я так понимаю, за то, что за судьбу сына, правильно? Однозначно, потому что когда я все это оформляла, она же звонила еженедельно, я говорю, да, наверное, уже все, уже вот мы закончили. А как назло, оказалось, что школу приемных родителей нужно было пройти не только мне, но и супругу, плюс постоянно какие-то вот такие бюрократические моменты, и мы каждую неделю мы с ней разговариваем, я говорю, вот я, наверное, на следующей неделе мы поедем забирать, вот мы, наверное, на следующей неделе, и она ждала. Ну, наконец-то этот день случился, это был июнь месяц 22 года, и так, мы забрали, и мы в сентябре поехали к ней впервые.
Она не видела его, получается, ровно 3,5 года. Встреча была, конечно, это нужно было видеть. Рыдал весь состав, я не знаю, как их называют, осужденные, рыдали те, кто охраняют их. Я сама рыдала, потому что на это было смотреть невозможно без боли. Это как раз были времена карантина, мы все были в масках. И мальчишка, он-то в принципе не понимал, что это его мама, но учитывая, что она его к себе прижала и начала плакать, рыдать, и сынок, мой сынок, он, естественно, мама в ответ. То есть так получилось, как будто действительно он ее помнит. Ну, на подсознании наверняка он ее помнит, потому что Да, конечно. это вот, наверное, это не как в ребенке, мама и ребенок, это, наверное, связано какими-то внутренними нитями, и это было видно, что ли, не знаю. Ну да, это такая связь, сильная связь, которая, наверное, вот чувствуется на расстоянии, да, то есть генетическая какая-то вот эта вот связь друг с другом. Асель, ну вы для себя приняли такое серьезное решение. Наверняка, когда вы брали, вы еще не понимали, грубо говоря, на что вы подписываетесь, да? Все-таки это ребенок, которого ты берешь на время, и ты знаешь, что выйдет мама, и потом ты его должен отдать. Дело в том, что наш фонд, он занимается не только вот женщинами в трудной жизненной ситуации, да, с рисками отказа мы работаем, там, с жертвами бытового насилия, но у нас есть еще второй проект, который называется «Национальное агентство по усыновлению». И, в принципе, наш фонд проводит эту школу приемных родителей, у нас есть клуб приемных родителей. То есть я в этой теме, и я понимала, что меня ждет, в принципе понимала. Но одно дело, когда ты это слышишь со стороны, и когда это в твоей семье, это вообще небо и земля. Как прошла адаптация? Вообще, как он вас воспринял? С какими трудностями столкнулись? Первую неделю все было вообще. Мы думали, ну какой красивый мальчик, замечательный, все классно. Он глазками моргает, мы думаем, ну как так? Хотелось, наверное, надо еще взять. Неделю это был чудесный малыш, как психологи называют этот конфетно-букетный период. Все нам нравилось, все классно. Ну и потом. А потом. А что началось потом? Ну, как говорят опять психологи, началась распаковка всех его травм. То есть он начал нас проверять. Держитесь. И мы держались. Мы держались очень долго, по сей день. Ну, естественно, сейчас уже намного поведение его выровнялось. То есть если это были постоянные перепады, качели вот эти эмоциональные, то истерика, то тут же «мама, я тебя очень сильно люблю», «ты самая лучшая». Давайте кто-то один берет. Вы это, как будто и не уходили никуда. Мам, это тебе. Вон, смотри. Поздравляет маму. Обалдеть, дай поцелуй. Спасибо тебе большое. Смотри, это мой. Это ты. Видали, да? Это тебе, мама. Это, говорит, тебе мама. Я пошел. Ну ты покажи хоть. Вообще капец, надо сфоткать. То есть волнами. Сейчас намного реже это все. Опять же, психологи говорят, что вот раз он 3 года находился в детском учреждении, столько же лет потребуется для его адаптации в семье. И я это четко вижу, понимаю, что с каждым разом отношение становится к нам другое. Вот. И сейчас это не 100%, конечно, там золотой малыш. Нет, ну, в принципе, он ребенок, да. Насколько он стал вашим? Или у вас изначально вот это была какая-то стена, что это не мой ребенок, я просто за ним ухаживаю? Или как-то по-другому? В голове всегда сидело, что он не навсегда.
Я не знаю, возможно, именно этот момент помогал, в принципе, понимая, что так, все, держись, возьми себя в руки, это ненадолго, скоро мама вернется, да. Но мы же не знали, допустим, что ее отпустят условно-досрочно, и по сути это еще должно было 5 лет, да, как минимум он должен был у нас находиться. Вот, поэтому приходилось как-то договариваться, приходилось просить, даже не просить, подстроить его под наши правила, потому что он заявлял о том, что вот я так хочу, и вот делайте, как я хочу. То есть он манипулировал. Он, в принципе, такой хороший манипулятор. Мы же его где-то через 3 месяца отдали в детский сад. Очень сложно приходилось воспитателям в работе с ним, потому что он отличался от других деток. У него вот эта привязанность настолько была нарушена, что приходили за детьми родители, и он бежал к этим родителям, обнимал их. То есть он, в принципе, когда мы его забрали, он тех, кто приходил к нам в гости, он обнимал всех подряд. Ну, расстройство привязанности, И да. говорил. Мгм. Асель, вот каким вы его взяли 2,5 года назад, и каким он сейчас стал? Вот вы можете сказать, какие изменения произошли? Дело в том, что когда мы его забирали, он вообще не разговаривал. Если вот там найти видео в телефоне, да, он вообще не говорил. Даже слогов нормальных не было. Сразу наша работа началась с того, чтобы водить его к логопеду. Плюс у нас мальчишки же дома, они постарше. И на сегодняшний день он разговаривает классно, его можно понять. Плюс он еще вытянулся, то есть он был маленький-маленький, пухленький-пухленький. На сегодняшний день он прям подрос, наверное, на сантиметров 15-20, это точно. То есть я поняла, вот то, что мы изучали теоретически, да, там, на примерах других детей, я поняла, что действительно это все работает, семья работает, что в семье оттаивает ребенок и появляется. Да. Наверное, даже больше не логопед как роль сыграл, да, ну и в том числе, это в комплексе. Ну и в первую очередь, наверное, семья. Кукушка, говори. Кукушка. Дальше. А это кто? Гушка. Сам скажи. Гушка. Сколько он с вами прожил, Асель? Немного, 2,5 года. Угадал. Амати. Папа, мы это ели. Да. Давай. Вот здесь. Я не могу сказать, что я его полюбила так, как я люблю своих детей. Нет, этого нету. Но я рада, что мы пришли с ним к тому, что мы научились с ним договариваться. То есть какие-то дружеские, ровные отношения, не знаю, может быть, я что-то не так делала, но нету у меня внутри того, что я испытываю к своим детям. Наверное, так не должно быть. Просто тут ситуация была изначально, мне кажется, вы уже отрезали вот изначально, ну, так сказать, что это не мой ребенок, да, я его должна передать. Наверное, это все равно где-то тоже на подсознании это же работает. И ты же не можешь вот так вот переключить эти чувства. Это же очень сложно. Ну, возможно, то, что он у меня временно, да, у нас, вернее, он временно, может быть, это тоже сыграло роль. Ну, в чем это выражалось положительно, я вот так скажу. Например, кстати, болел он раза 3, была температура, и что я заметила, такие дети болеют очень мало. Видимо, они настолько в подсознании понимают, что за ними некому смотреть, мне надо быстро восстановиться. Вот. И когда он к нам пришел, у него без причины, без кашля, без соплей, да, была температура. И она была 2 дня.
Все, и он как огурчик. И я думаю, что это все-таки где-то на психическом уровне вот это вот все сработало. И потом, в принципе, впоследствии он больше 2-3 дней не болел. Асель, скажите, вы представляете, что вас ждет, да? То есть 26-го, когда мама освобождается? 26 сентября, правильно? 26 сентября, да. 26 сентября вы должны будете ребенка передать маме. 26 сентября мы Да. поедем за ней, мы с собой возьмем обязательно Расула. Выезжаем мы обычно к ней очень рано, в 3 часа ночи, чтобы рано быть у них там, в Восточном Казахстане. Это почему именно Восточный Казахстан? Потому что не везде есть женские тюрьмы. Вот. От нас это где-то около 600 километров. И вот мы его будем рано ночью или утром, как это сказать. И он ложится, мы берем с собой подушку, одеяло, и таким образом мы ездим к ней. И в этот раз мы его тоже обязательно возьмем с собой, чтобы у них была возможность, там сколько, 6 часов обниматься, не знаю, разговаривать. Теперь он умеет разговаривать. Я знаю, что будет очень сложно будет ей, потому что, несмотря даже на то, что она мама, эта адаптация теперь будет по отношению, да, к ней. То есть ей нужно будет тоже... Я отправляла, кстати, ей книги посылкой. Потом, когда мы ездили, мы брали с собой тоже сумки с продуктами, да, и я обязательно ложила книгу про привязанность, про приемных детей, про детей из детского дома, чтобы у нее было понимание, что ее ожидает. То есть я знаю, что она будет его любить безусловно, что в любом случае ее любовь его намного сильнее растопит, что ли, да, его вот эту эмоциональную замороженность. У нее это получится в разы лучше, но тем это, наверное, будет сложнее. Я просто его хорошо знаю, он сядет ей на голову и будет периодически манипулировать, что он умеет. Это, наверное, тоже на психическом, на психологическом уровне такие детки очень рано начинают уметь манипулировать людьми. То есть и даже если когда он гуляет на улице, в окно наблюдаешь за ним, уже кто-то ему дал конфетку, уже кто-то ему отдал машинку, уже он там самый главный, его все слушаются. И, то есть непонятно, как это у него получается. Я понимаю, что знаю как, но вот... Асель, очень важный вопрос. Вы представляете, он жил в таких условиях, шикарных, состоятельная семья, внимательные родители, ни в чем не отказываете, да, одеваете, обуваете. Сейчас, получается, Кларе придется жизнь начинать заново. То есть непонятно, где жить, где работать. При этом нужно все-таки, чтобы ребенок ходил в школу, да, чтобы и заниматься с ней. Вот как это все будет происходить, я вот не представляю. Этот вопрос, наверное, очень часто задаваемый не только вами, ну вот кто нас знает, друзья, родственники, как это все будет. Он же привык даже к тому, что там у нас находится там на столе, да, куда мы ходим. Ну, первое время я считаю, что я прям обязана ей буду помочь. Во-первых, привыкнуть, во-первых, понять его, рассказывать подробно, да, допустим, как ей себя вести. Обязательно будет психологическое сопровождение, там, продукты питания и все остальное. Я за это даже молчу, то есть это будет обязательно. Помимо этого постараемся устроить ее на работу, учитывая, что это условно-досрочно, нужно будет отмечаться постоянно. У нее есть сестра, тоже выпускница детского дома, у нее есть арендное жилье, и, наверное, первое время она и будет жить там. Вот. Там, что необходимо из бытового, там, кровать ему, ей, это все мы приобретем. Я думаю, что мы будем теперь на связи, всегда на связи. Расулу, конечно, будет очень сложно, Асель, но мне все-таки хочется вот этот вот ваше чувство. 2,5 года ребенок ежедневно с вами, и его нужно отдать. Вот
Вы будете переживать, вам будет тяжело. У меня сейчас двоякое чувство, когда Двоякое. он иногда, да, потому что когда он двигает крышу так, что думаешь, блин, быстрее, быстрее бы она пришла, уже сил нет, да. И в то же время, когда все хорошо и все замечательно, и он с тобой играет, он тебе там, мам, я тебя так люблю, все, мы там всей семьей чем-то занимаемся. И я смотрю на него со стороны и понимаю, нам его будет не хватать. Я не знаю, буду ли я плакать, будут ли плакать мальчишки, супруг. Поживем, увидим, посмотрим. Я просто знаю, что он-то никуда не денется, он будет в этом городе, мы будем постоянно встречаться, они будут приходить, и, скорее всего, первое время приходить очень часто, пока он не адаптируется. По идее, его нужно было отдавать в 1 класс, мы не стали этого делать. Мы знали, что, возможно, ее отпустят условно-досрочно, и вот этот период адаптации не должен проходить в учебный процесс. Иначе учителям достанется. Асель, скажите, все-таки привязанность это появилась к ребенку? Конечно, однозначно. Это формируется, оказывается, и у взрослого тоже, Это точно. в том числе. Мгм. Однозначно, да. Ну, то есть я просто хочу понять, вот все-таки, что чувствует женщина, которая 2,5 года воспитывала, растила, вкладывала силы физические, моральные, духовные и самые разные силы. Вот что испытывает человек, подняв ребенка, а потом вот в силу обстоятельств куда-то его отдает или передает. Насколько это сложно вот морально, духовно вам? Я, наверное, пока еще не осознаю этого вот прям вот. Когда это случится, я тоже хочу попробовать измерить свои чувства. То есть что будет происходить со мной? Будет ли мне плохо? Буду ли я плакать? Пока я знаю, что она там, мы поедем ее забирать, они будут вместе. В моей голове пока все вот так укладывается, что я буду первое время помогать, но как это будет происходить, я не знаю. Я понимаю, что он может сказать, я не пойду, я останусь дома, да? То есть и такой вариант же возможен. Поэтому будем смотреть, наблюдать. А насколько это сложно вообще полюбить приемного ребенка? Ну вообще, как это начиналось, да? То есть первое время я его очень часто обнимала, то есть мне это нравилось, он такой хороший, он вообще симпатичный мальчик, можно сказать, красивый, у него большие глаза, он такой вот, у него красивая улыбка. То есть когда все это начиналось и когда был конфетно-букетный период, это прям любовь-любовь была. Когда все это начало проявляться, то есть вот эти истерики, какие-то недовольство, он все хотел по-своему. И тут вот это вот все происходит. И потом он ни с того, тут же резко он может подойти и захотеть обнять. То есть это нормально для него. А я же тоже человек, да? Я в этот момент его вообще обнимать не хочу. То есть мне настолько не хочется этого делать, потому что ты меня сейчас обидел, да? Условно, я как на его уровень, да, становлюсь, мне нехорошо, я не могу его обнимать. Но и в то же время я понимаю, что это же ребенок, и что он хочет этой ласки, ему нужно ее дать. Очень тяжело было обнимать, особенно сзади стоит супруг, и он показывает тебе, что сложно обнять, а я не могу, он только что там истерил, орал, кидал все, швырял. И обнять, обнимаю, но я чувствую, что я обнимаю, только вот видимость создаю, да, поэтому это очень сложно. Асель, скажите, вы не пожалели о том, что 2,5 года назад вы приняли это решение и взяли этого ребенка? Нет, это прям опыт был. Я должна была через это пройти. А насколько изменилась ваша жизнь с приходом Расула и изменились вы за это время? На сколько там градусов бывает? 360, 180 градусов. Да, вот настолько и наша жизнь изменилась. И я все равно замечала за собой, как все-таки
в большей степени, когда, я не знаю, то ли он менялся, то ли я менялась, ну, мы менялись, да. Да. То есть, в итоге я, в принципе, потом начала осознавать, что это я, наверное, менялась, а он как был, так и был. Просто я где-то замечала все вот эти вот его истерики, там, можно было бы там промолчать. То есть в данном случае развивается не только он, но и мы, взрослые. Поэтому вот такой труд, мне кажется, это ежедневный, такой огромный, я скажу, труд. Поэтому те, кто хочет взять приемного ребенка, должны целиком полностью отдавать себе отчет в том, что это нелегко. Быть мамой, папой, родным детям нелегко в наше время. Надо как-то там пройти курс осознанного родительства. Ну, я так считаю. Да. Потому что сейчас дети поколение совсем другое, да, поэтому, а тут ни твой, ни родной ребенок, у него нарушена привязанность, соответственно, ты должна пройти и школу приемных родителей, и это не только посидеть на форумах, то есть нужно подойти настолько серьезно, да, надо обязательно, чтобы перед тем, как пройти школу приемных родителей, тебя продиагностировал психолог, то есть твой запрос, на каком ты, почему ты хочешь взять этого ребенка, то есть это для него или это для тебя. То есть это все очень важно. Сопровождение очень важно. То есть Да. мне повезло, потому что я работаю в фонде, и у нас есть психолог, который бесплатно сопровождает. У нас есть клуб приемных родителей. Я вам так скажу, я когда туда периодически ныряла в этот клуб, я читала комментарии, кто писал в группу, да, что происходит с их детьми приемными, там в 7 лет взяли в семью, 8 лет. И когда читала, у меня волосы дыбом вставали, и я мысленно сразу сравнивала, да у меня, боже, одуванчик по сравнению с теми детьми, которые там у них. Поэтому это очень важно, и сопровождение, и быть в этом клубе. Поэтому, наверное, в принципе, я и выдержала, потому что когда первый, второй месяц, это же было вообще атас. Я же хотела вообще взять телефон, позвонить в опеку и сказать: заберите его, или я вам сама его привезу. Но потом, мы же все взрослые люди, мы начинаем работать над собой. В общем, наполнялись ресурсами, как могли. Научились договариваться, существовать вместе. Как вы думаете, Расулу будет трудно перестроиться? Новая жизнь, вообще просто кардинально новая жизнь. Но новая жизнь со своей же родной мамой — это, наверное, самая главная основа того, что это будет родная мама, которая будет безусловно его любить, пока она насытится, и он, да, этой любовью. Я очень хочу верить в то, что она прям вылечит его этой любовью. Ту любовь, которую я не смогла дать, да, эту безусловную, материнскую, да, я ухаживала за ним, да, он всегда был чистенький, да, я старалась его обнимать. Но мне кажется, мама, родная мама, она будет это делать совсем по-другому. И он и так, я могу сказать, оттаял. И это будет еще вдвойне больше. Поэтому я на это очень надеюсь. Будет сложно. Я думаю, что в любом случае будет сложно, зная Расула. Это уже будет другая семья, да? Ему заново нужно будет привыкать. Но я очень надеюсь на нее, на ее любовь, на то, что она столько лет ждала. И это все копилось в ней. Но я говорю, еще раз повторюсь, что ей будет сложно, и ей нужно будет однозначно сопровождение психологическое, потому что, чтобы она знала, как в той или иной ситуации поступать с этим ребенком. Потому что тут без манипуляции с его стороны не пройдет. То есть он все равно будет ею манипулировать.
Скажите, двери вашего дома всегда будут открыты для Расула и его мамы? Ну, конечно, однозначно. Я уже думала о том, что там Новый год, его день рождения, какие-то праздники. Да, вообще, я думаю, что в любой момент, когда он захочет к нам прийти, мы эту возможность предоставим, потому что мы столько лет вместе. Вернее, немного лет, но тем не менее, он же привык к нам. Что хотелось бы отметить, это же был своего рода для нас тоже опыт, да? Опыт, какой-то эксперимент. Нельзя, наверное, так говорить, потому что это ребенок, но тем не менее это эксперимент, это проверка нас, да? Можем ли мы помочь ребенку, который остался в детском учреждении? Но я четко теперь точно знаю, если до этого я еще сомневалась, то сейчас я четко знаю, что те дети, которые остаются, а их мамы уходят, да, это же как бы временное пребывание. Вот то, о чем мы сейчас в Казахстане говорим, о профессиональном приемном родительстве, вот это должно работать, потому что или он будет 3 года в детском учреждении, или он 3 года будет в приемной семье. И, соответственно, ему и адаптироваться будет в разы легче сейчас с мамой, когда он уже был в семье, он знает модель, он знает правила и так далее. Вас освободили досрочно, правильно? Да. Какая у вас была первая мысль, Клар? Какая была первая мысль? Чтобы быстрее прошли эти 16 дней после судов и приехать и сына увидеть, что я буду с ним спать, отдыхать, видеть его. И как встреча прошла, Клара? Кто привез Расула? Скажите, как вот эта встреча прошла, когда вы вышли? Тетя Селя с супругом. Она привезла. Я когда вышла с ворот, он побежал ко мне, он прыгнул на меня, мы обнялись. Он же знал, что он будет жить с мамой, правильно? То есть он был уже готов к этому, да? Да. Клар, как вы думаете, сейчас ему сложно? Все-таки 3 года он прожил с Асель, и сейчас полностью поменяется его жизнь. Как вы думаете, тяжело ему сейчас? Да, наверное, он привык здесь, к этой семье. Клар, скажи, пожалуйста, вот как ты понимаешь материнскую любовь? Что это такое? Такой философский вопрос. Наверное, мать должна участвовать в жизни ребенка во всем. Интересоваться им. Отводить, приводить, помогать ему во всем. Скажи, пожалуйста, вот, Клар, где вы сейчас будете жить? Есть ли у вас место, где вы будете проживать? В какую школу он будет ходить? Сейчас я не знаю, еще документы оттуда не пришли. Сейчас я хочу устроиться, пока работы нет, но я хочу устроиться где-нибудь на работу, чтобы потом квартиру снять. А сейчас вы где живете? Я с сестрой. С сестрой. То есть у вас есть планы пойти на работу, правильно? Да. И полностью заниматься только сыном. Да. Вы же сейчас, получается, круглые сутки с ним, с Расулом. Да. Что вы делаете? Скажите. Вот для вас же это тоже, немножко так вот, как новое, да? Сразу такой подрощенный ребенок, уже со своим характером, да? То есть и что-то с ним нужно делать. С ним же нужно играть там в какие-то игры, гулять с ним, кормить его. Получается, Клара, вот скажите, получается, он вас слушается? Да. Тяжело, но слушается. Уже приходится так ему, я не знаю, строго сказать, ну-ка, Расул, так делать нельзя. Я так понимаю, он же чувствует, что мама все разрешает. Вы ему все разрешаете, Клара? Пока я не знаю. Мне кажется, сейчас что-то скажу, он обидится.
А если он обидится, то больше не приедет. Как у тебя сейчас проходит день с Расулом? Вот вы просыпаетесь утром, что вы делаете? В подготовительную школу сейчас сводим. Я его отвожу, потом забираю, потом опять. Угу. И приводим домой. Гуляем весь день. По дороге, когда идем со школы, мы гуляем с ним. Играемся. На качелях катаемся. Клара, скажи, что тебе, за что ты сейчас больше всего беспокоишься? Вот за что у тебя сердце болит? Надо поскорее найти работу и снять квартиру с сыном, жить просто и все. Пока он будет проживать у тети Осели. Клара, вот что бы ты хотела сказать Осель? Да, я тете Оселе вообще всю жизнь благодарна, что она забрала моего сына. И выйдя отсюда, она до сих пор продолжает помогать мне. Я хочу сказать большое спасибо за все, за своего сына. Даже выйдя с места лишения, она продолжает нам помогать. Как тебе кажется, у тебя хватит сил, чтобы поднять сына? Дать ему образование, воспитание? Как ты чувствуешь в себе силы? Да, лучше найти в себе силы ребенка воспитывать, чем там сидеть без детей, без ничего. А ребенок самое святое, то, что у нас есть. Клар, какой бы ты хотела видеть будущее свое? Ну давай с тобой просто пофантазируем. Давай вот сейчас пофантазируем. Вот что бы ты хотела вот в идеальном варианте для себя и для своего сына? Какую картинку бы ты хотела нарисовать? Не знаю, касаемо сына, чтобы его видеть, выучить, дать профессию ему хорошую. И видеть его просто счастливым, хорошим человеком. Клар, я думаю, что у тебя это точно получится. Потому что самое главное, у тебя есть желание. Вот. А если есть желание, то значит все сложится так, как надо тебе и твоему сыну. Что бы ты хотела сказать тем женщинам, которые, как и ты, попали в такую трудную ситуацию? Вот что бы ты им сказала? Ты уже пройдя такой сложный путь. Да, наверное, им самое главное терпение, желание было им. И никогда не угасать, самое главное. И бороться за детей, самое главное. Где бы они ни были. Ребенок для матери – это самое важное, то, что есть.